Сегодня замерим вот такие динамики. SB Acoustics SB65 ля-ля-ля 3 рубля. Маленькие 2,5 дюймовые. Сейчас мы их распакуем, посмотрим, как они выглядят. Вот так они упакованы. Вот. Так вот они выглядят. Вот там. Это алюминиевая часть. Вот, мощность у него 20 ватт, 4 ома, 2,5 дюйма. Вот эта корзина пластиковая. Не знаю, насколько это хорошо или плохо. Посмотрел в интернете. Ничего такого дурного я не увидел по поводу этого. Так, ну, в общем, все они вот такие. Так, это первый, второй, третий и четвертый. Значит, логика какая? У меня вот там, я уже их показывал, вот этот вот динамик, там это отдельная колонка. Вот там это тоже SB Acoustics. Я потом их замеры сделаю и тоже выложу. 10-дюймовые SB Acoustics. А здесь это No Name с AliExpress. Ну, типа Melo David, там какой-то он такой Hi-Fi, там ля-ля-ля, широкополосный 8-дюймовый. Ну, в общем, можно сказать No Name. Вот. И, в общем, я хочу заменить вот эту верхнюю колонку. И сейчас покажу, что я хочу сделать. Ну, вы, наверное, уже догадались. В общем, будет вот так стоять два динамика. А между ними вот тот маленький, который я уже делал замер на днях. То есть будет вот так. Вот эти 2,5, они будут играть примерно от 800 до 4000. Это от 4. И мои большие 10-дюймовки играют до, соответственно, они по их графику до 1000 они якобы нормально играют, но до 800 они играют нормально. Вот. Ну, может быть, впоследствии я что-то поменяю, поставлю там поменьше просто динамик, чтобы они играли только басы, чтобы по фэншую все было. Но пока вот так. Пока такой план. Такой стендик я придумал. Да, и поясню, почему такие маленькие на динамики, на средние. Один из них 20 ватт, то есть 2 по 20, у меня будет 40 ватт. В принципе, я считаю, мне этого будет достаточно на эту комнату. Потому что динамик, который я изначально хотел купить, это тоже SB Acoustics, но 4-дюймовый, и он 40 ватт. То есть, по идее, все должно быть так и получаться. Вот. Почему маленький размер? Потому что, опять же, насмотревшись канала аудиоэкспертиза, я решил, думаю, тоже попробую, потому что логика была в этих всех видео, и конкретно в том видео, где было показано, какие там волновые процессы на поверхности динамика в зависимости от длины волны. Поэтому решил делать на маленьких динамиках. Плюс посмотрел, что, например, тот же Macintosh, у него тоже вот эти маленькие динамики, и пищалки у него тоже маленькие. Вот эти пищалки, я их просто буду пробовать. То есть это вообще, это эксперимент. То есть если они мне не понравятся, как они играют, в целом я их заменю на обычные. Потому что там, где я живу, мне вот их просто так взять и не купить, мне надо заказывать, ждать, черт знает сколько, это, в общем, геморрой. Вот. Значит, вот эти стоят 1000 рублей пара. Вот это стоит 2500 рублей штука. Ну, соответственно, вот 10 тысяч рублей, 4 штуки. Ну, в принципе, для качественных динамиков, я считаю, цена вообще как бы по современным меркам это фигня. Так, ну вот сейчас мы их замеряем. Тоже вот этот мой микрофон. Сейчас я Room EQ Wizard открою и будем замерять и смотреть. Ну что, замерил я все 4.
Вот у нас такой график получается. Вот, можно посмотреть. Ну, когда я уже все замеры сделаю, и в корпусах в том числе, то подетальнее посмотрим, как выглядит. Это без корпусов сейчас. Как выглядит без корпусов и как с корпусами. Ну, так вот предварительно сейчас можно глянуть. Так. Импульс у нас везде, вот что интересно, очень точный. То есть везде вот он прям на всех 4. Прям один в один начинается. Так. Коричневый — это у нас уровень шума. Искажение у нас, ну, как видите, вот самое высокое, это вот у третьей гармоники получается 0,2. Доходит до 0,2 периодически. Ну и дальше уже ниже спускается. Ну и, в принципе, такие результаты у всех. По всем 4 низкие. Вот. Следующим этапом сделаю замеры уже в боксах. Пока что не знаю, рассчитаю боксы и решу, как бы ставить мне вот в эти прям. Они где-то литров по, наверное, 15 или что-то такое. Но многовато для них будет, конечно. Может быть, я для них сделаю свои собственные корпуса. Немножко расскажу, потом еще ролик сделаю как бы по поводу вот этих басовых, но не динамиков самих, а вообще колонок, их расположения, потому что, вот как вы видите, сейчас комната маленькая, по ширине всего лишь 3,5 метра, и как бы колонки, получается, в самых углах стоят. То есть по замерам самое оптимальное расположение получилось углы. Вот, и исходя из этого я попытался как бы их максимально в углы туда вставить, для того, чтобы искажений меньше всего ловить. И поэтому по глубине колонки получились довольно-таки маленькие. И они еще при этом угловые. Вот. Вот это объем вот этих вот басовых примерно 50 литров. Они тоже закрыты, и эти закрыты, и эти закрыты. Получается такой графичек. Ну, различия есть, вот особенно вот здесь вот у третьего. У третьего и вот здесь вот такой впадина, и чуть-чуть он потише на вот этих частотах, ну, на которых я не буду использовать. Я планирую их использовать от 800 до 4000. Не знаю, как в корпусе, я думаю, что должна будет подняться вот эта вот вещь. Вот сюда куда-то, да. И уже будем смотреть, что делать вот с этим. Вот. Ну, график, естественно, отличается от того, что производитель дает. У производителя там все ровненько, и тут вот такая впадинка. Ну, не знаю. В общем, динамики я уже купил. Соответственно, колонки я с ними делать буду. Ну и будем уже смотреть, что там будет с ними получаться. Вот. Надеюсь, вот этот подъем, ну, он должен подняться вот сюда. Так, вот что еще, значит, что мне понравилось, то что, в принципе, вот это вот, если не брать в расчет вот эти вот все бугры огромные, я не знаю, может быть, они зависят от того, от уровня шума, в котором я записываю, но вроде как вот так посмотреть, так вроде бы шум низкий, вот он. То есть вроде как и не должен он там уж прям так сильно влиять. Ну, в общем, будем посмотреть. Что еще бы хотелось отметить? Ну, вот эти вот 3 все прям один в один идут, а этот вот что-то чуть-чуть он потише остальных. Вот конкретно в этой области. Здесь уже они все одинаковые.